30 тысяч евро штрафа или до 3 лет реальной тюрьмы. А на десерт принудительная депортация из страны с волчьим билетом. Как думаете, где разворачивается этот сюжет? В ультраконсервативных штатах Америки? В воюющих ближневосточных диктатурах? Нет. Добро пожаловать на Балиарские острова. Майорка, Ибица, Минорка. Вечные символы европейской свободы, толерантности, нудистских пляжей и бесконечного ливадского «но-пасаран». Именно здесь коалиция Народной партии и Vox сделала первый официальный шаг к полному запрету бурки и никаба в общественных местах. Но если вы думаете, что этот выпуск про куски ткани, женскую моду или тонкости религии, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня мы поговорим о тектоническом сдвиге, о том, почему сытая, политкорректная Европа, которая еще вчера захлебывалась от собственной толерантности, сегодня резко и без наркоза разворачивает государственную машину вправо. Поговорим о том, почему то, что 15 лет назад считалось маргинальным радикализмом, сегодня становится официальным законом, за который голосует европейский средний класс. Вы на канале «Кому что в Испании». С вами Алекс Макси. И сегодня мы снимем маску с новой европейской реальности. Давайте сначала разберем фактуру, потому что дьявол, как обычно, кроется в юридических деталях. Испанские правые не просто сказали «нам не нравится, как вы одеваетесь». Они зашли со стороны тяжелой юридической артиллерии. Инициатива балиарского правительства бьет по двум направлениям. Во-первых, уголовная ответственность. Если следствие докажет, что мужчина, муж, отец, брат или кто-либо еще силой, угрозами или психологическим давлением заставил женщину закрыть лицо, он отправляется на нары на срок до 3 лет. И здесь правые красиво переиграли левых на их же поле. Они назвали это «защитой женщин от патриархального угнетения». Шах и мат. Но самый циничный и жесткий пункт – это изменение «Лей де экстранхерия» – закон об иностранцах. На Балиарах открыто заявили, если иностранный гражданин повторно нарушает общественный порядок, игнорирует запрет на скрытие лица и навязывает эти правила своей семье, запускается административный процесс депортации. Вас просто пакуют и отправляют обратно. Без права обжалования. Понимаете масштаб претендента? Это не штраф за неправильную парковку. Это официальное заявление государства. Нам плевать на ваши культурные особенности. Либо вы открываете лицо, либо мы закрываем для вас границу. А теперь давайте отмотаем пленку назад. Конец 2000-х годов. Испания эпохи Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Золотой век испанского левого прогрессивизма. В моде концепция альянса цивилизаций, мультикультуризм, границы нараспашку. Любой, кто тогда заикался о том, что мигрантам нужно как-то ограничивать их культурные проявления, мгновенно получал клеймо фашиста, расиста и ксенофоба. Левые медиа уничтожали карьеры за одно неправильное слово. Испанский обыватель послушно кивал головой, ходил на фестивали толерантности и верил, что мир – это большая радуга, где все со всеми договорятся. Но реальность оказалась сукой прагматичной. Спустя 15 лет интеграция провалилась. Вместо единого общества, где разные культуры обогащают друг друга, Европа получила параллельные миры. Районы в крупных городах, куда полиция заезжает только при поддержке спецназа. Школы, где местные дети становятся меньшинством. И культурные нормы, которые начали агрессивно вытеснять привычный уклад жизни. Европейский средний класс долго терпел. Он платил налоги. Те самые, про которые мы говорили в прошлом выпуске. Смотрел, как дорожает его жизнь, как полиция вместо борьбы с уличной преступностью проверяет лайки в мессенджерах, и молчал. Но когда люди поняли, что на улицах их собственных городов им начинают диктовать чужие правила, пружина сжалась до предела, и сейчас она выпрямляется. Когда вы сегодня открываете газету «Эль Паис» или включаете государственное телевидение, вам продолжают крутить старую пластинку. Взлет популярности Vox и правых – это случайность, это временный радикализм маргиналов. Ребята, вы серьезно? Когда коалиция правых берет власть в регионах и продвигает такие законы, это не маргинальность, это железобетонный запрос общества на порядок. В чем секрет этого взлета? Да в том, что правительства просто начали вслух без политкорректной цензуры называть проблемы
о которых обычный испанец раньше шептался на кухне. Люди устали бояться быть уволенными за недостаточную толерантность. Запрет никаба на Балиарских островах – это не религиозная война. Это демонстрация суверенитета. Обычный избиратель думает очень просто. Если я приезжаю в консервативную восточную страну, моя спутница обязана уважать местный дресс-код, потому что там такие законы. И мы чтим чужой монастырь. Так почему, когда люди приезжают в Испанию, они требуют, чтобы мы прогибали свои законы под их монастырь? И когда Вокс говорит, мы вернем контроль над улицами и границами, средний класс голосует за них не потому, что они радикалы. Они просто хотят, чтобы их налоги шли на безопасность, а не на содержание тех, кто презирает европейские ценности. А теперь моя любимая рубрика «Цинизм и абсурд». Давайте посмотрим на реакцию испанских левых феминисток и партий вроде Сумар или Подемос. Это же просто праздник когнитивного диссонанса. Испанский левый феминизм – это движение, которое годами боролось против патриархата. Они выходили на марши, они кричали, что любое мужское доминирование – это насилие. Они переписали кучу законов. Они уничтожали испанских мужчин за двусмысленный комплимент на работе. Но как только правые предлагают запретить бурку и никаб, символы абсолютного патриархата, где женщина фактически лишена лица и права голоса, испанские феминистки внезапно встают на защиту этого самого никаба. Они начинают кричать про культурную идентичность и право женщин выбирать, что носить. Вы серьезно? Выбирать? Спросите у женщин в Кабуле или Тегеране, какой у них выбор. Но левая идеология зашла в тупик. У них в голове определенные группы. Это всегда угнетаемое меньшинство, а значит, их нужно защищать, даже если это меньшинство заталкивает своих женщин в черные мешки. Этот интеллектуальный паралич левых в итоге и расчистил дорогу правым партиям, которые просто вернули в повестку элементарный здравый смысл. Но если мы сделаем еще один шаг назад и посмотрим на картину шире, то заметим одно странное, почти мистическое совпадение. Чем хуже становится ситуация с жильем в Испании, тем чаще политики с обеих сторон начинают говорить об идентичности. Чем сильнее давление на трещащую по швам систему здравоохранения, тем громче и яростнее становятся культурные войны в прессе. Когда правительству нечего ответить на вопрос, почему работающий средний класс больше не может позволить себе собственную квартиру, на передовую выпускают темы, которые гарантированно расколют общество и заставят людей воевать друг с другом, а не с теми, кто сидит в министерских креслах. Возможно, это просто совпадение, а возможно, классический фокус иллюзиониста, который левой рукой привлекает ваше внимание яркой вспышкой, пока правая рука незаметно лезет в ваш карман. Давайте уберем эмоции и посмотрим на проблему с точки зрения прагматизма 21 века. Мы живем в эпоху тотального цифрового контроля, камер с распознаванием лиц, биометрии и повышенных угроз безопасности. В Испании, если вы зайдете в банк в шлеме для мотоцикла или в балаклаве, к вам через 3 секунды подлетит охрана или полиция. И это ни у кого не вызывает вопросов. И это безопасность. Так почему для определенной категории граждан должно быть исключение? Почему государство должно лишать себя возможности идентифицировать личность человека в метро, аэропорту или торговом центре? Балиарский претендент четко разграничивать свободу и интеграцию. Твоя свобода заканчивается там, где начинается безопасность окружающих и базовые правила светского общества. Хочешь молиться? Это твое личное право. Но на улице, в госучреждении, в школе лицо должно быть открыто. Это минимальный взнос за право жить в цивилизованном европейском пространстве. Какой из всего этого вывод, друзья? Европа безвозвратно теряет свою наивность. Эпоха, когда можно было бесконечно заигрывать с популизмом и закрывать глаза на системные проблемы ради красивых отчетов в Брюсселе, официально подошла к концу. Испания стремительно меняется, она становится жестче, прагматичной, если хотите, эгоистичнее. Балиарская инициатива – это не разовый всплеск, это первая ласточка. Законы будут ужесточаться, правила игры для иностранцев будут переписываться, а пресловутая депортация за нарушение культурного кода станет нормальной практикой. Что это значит для каждого из нас, кто живет здесь или планирует переезд? Все очень просто. Правила ассимиляции стали жесткими.
Время, когда можно было приехать в Европу и построить внутри нее свой маленький изолированный анклав со своими правилами, прошло. Либо ты принимаешь правила светского государства, уважаешь его законы и открываешь лицо, либо система тебя просто выплюнет. С вами был Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Балиарского закона. Это защита европейских ценностей или конец свободы? Устроим цивилизованную дискуссию. Подписывайтесь на канал, держите свои пальцы дальше от лайков бывшим женам, но под этим видео лайк поставить не забудьте. До встречи в следующем выпуске. Пока.